Переходим ко второй части видеообзора. Рассмотрим настройку GSM-сигнализации Страж Авизор с помощью инструкции быстрого старта. Для этого необходимо установить сим-карту, перед этим очистив ее от всех сохраненных номеров и удалить запрос пин-кода. Это мы уже сделали. Здесь на обратной стороне расположена кнопка для изъятия лотка сим-карты. Далее подключаем блок питания и включаем центральный блок. Ждем, пока сигнализация загрузится. Следующий шаг – это программирование номера хозяина. Для этого нажимаем кнопку «Настройка». Вы услышите длинный звуковой сигнал. После этого мы сразу перейдем к программированию. Индикатор «Настройка» загорелся. Теперь берем пульт управления и вводим команду звездочка 01 01 и далее номер телефона с тройкой. И решетка. Мы запрограммировали номер хозяина. Далее подключаем сирену и перед этим мы выключаем центральный блок. Сирена подключена. Далее устанавливаем шлейф питания в датчик движения. Ориентировочная высота монтажа датчика движения должна быть 2–2,5 метра, угол наклона 10–15 градусов. Далее устанавливаем элемент питания в датчик открытия двери. Теперь поставим и снимем центральный блок с охраной. Включаем его. Ждем, пока сигнализация загрузится. И с помощью беспроводного брелка управления охранной сигнализацией мы сейчас поставим на охрану. Индикатор охраны загорелся. И теперь снимаем. Если вас интересует программирование дополнительных датчиков, методы постановки центрального блока на охрану и действия Страж Авизор во время сработки датчиков, то мы рекомендуем посмотреть вторую часть видеообзора Страж Evolution. Ссылка будет в описании. Спасибо за внимание. Интересующие вас вопросы вы можете задать ниже в комментариях или в чате у нас на сайте. Всем спасибо за внимание.